Всем привет! В этом видео я расскажу, как установить приложение Kids Control и подключить к нему всю семью, себя, мужа, моего старшего сына-школьника и младшую дочь дошкольницу, в том числе и детские смарт-часы. Устанавливаю из Play Market приложение Kids Control. Оно небольшое, много места на телефоне не займет. И вот оно уже установилось. Открываем. Разрешаем доступ, необходимый для звонков на часы. Теперь зарегистрируемся. Вводим имя, например, мама, почту и придумываем пароль. И нажимаем «Регистрация». А сейчас предоставим приложению доступ к местоположению. Теперь я вижу себя на карте. Это у меня дочкины часики. Вот так они выглядят. Сейчас продается очень много разных по дизайну и по форме часов. Для мальчиков, для девочек, для тех, кто повзрослее. Однако их объединяет то, что почти все эти часы, за редким исключением, можно подключить к приложению Kids Control. Перед тем, как добавлять часы в приложение, необходимо их зарядить, проверить, что сим-карта активна и на счету есть деньги, а также что сим-карта поддерживает интернет 2G. Поскольку только некоторые модели часов умеют работать с 3G, с какими сим-картами работают часы, всегда указывают в инструкции к часам. Вставим сим-карту в выключенные часы, затем включим. Давайте вернемся к приложению. Тут выбираем «Добавить часы». Вводим имя, например, Катя часы, и номер телефона сим-карты, установленной в часах. Проверяем, что номер введен правильно. Если часы не новые, и вы на них уже меняли пароль, то необходимо ввести ваш пароль тут. Отправляем настрочную смс-ку, в которой содержится IP-адрес и порт сервера Kids Control, необходимые для настройки часов. После получения ответного смс-сообщения нажмите на стрелочку в левом верхнем углу, чтобы вернуться в приложение. Настройка часов может занять до 5 минут. Иногда требуется погулять с часами на улице, чтобы часы поймали сигнал GPS от спутников. Часы подключены. Теперь переходим к настройке параметров часов для управления ими с телефона. Добавим основной номер телефона родителя. Важно, что только данный номер сможет управлять настройками часов. Теперь добавим номера телефонов, на которые последовательно будут выполняться SOS-вызовы с часов. Давайте заполним телефонную книгу часов. Часы позволяют добавить до 10 телефонных номеров. Только эти номера будут способны позвонить на часы. Также вы можете задать номер телефона для проверки баланса часов. Часы сообщат баланс голосом. По умолчанию на часах установлен режим звук и вибрация, но также есть и бесшумный режим. Будильник. Здесь можно выбрать время и дни его работы. Следующее меню настройки. Шагомер. По умолчанию шагомер не активен. Здесь можно включить данную функцию, задав время работы шагомера. Программа автоматически определяет язык и часовой пояс, однако при необходимости можно их сменить. Обязательно установите пароль на часы и запишите его где-то, чтобы не забыть. Идем дальше по настройкам часов. Сейчас давайте настроим уведомления, которые родители будут получать на свои телефоны при потере сигнала, низком заряде батареи, наличии или отсутствии часов на руке. Вы можете создать места, например, школа или дом, и включить для них уведомления. Так вы будете знать, когда ребенок пришел в школу или вернулся домой. Если часы завалились, например, за диван, и вы не можете их найти, то в приложении есть функция «Найти часы». При этом они будут издавать звуковой сигнал, так что вы с легкостью их найдете. Также через приложение Kids Control можно выключить часы или заблокировать ручное выключение часов, чтобы ребенок не смог сам их выключить. Возвращаемся на главный экран. Давайте добавим папу. Приложение сгенерировало код. На телефоне мужа вместо регистрации выбираем «Принять приглашение» и вводим этот код. Программа сама присоединит телефон папы в аккаунт, где вы вместе сможете видеть часы ребенка, а также друг друга. При желании вы можете скрыть себя с общей карты, включив на своем телефоне в настройках пункт «Не показывать меня». При этом на аватарке появится значок «Пауза». Если часы не подключились,
Проверьте, что на карте положительный баланс. Сим-карта поддерживает 2G. Сим-карта вставлена в часы. Часы включены и интернет активен. Чтобы убедиться, что все сделано правильно, отправьте на номер, установленный в часах, текстовое сообщение с командой. В ответном SMS-сообщении проверьте правильность указанного IP-адреса сервера и порта Kids Control. Строка GPRS информирует о том, что в часах есть интернет. Если же статус GPRS No, пожалуйста, проверьте, что интернет активен, а также убедитесь, что сим-карта поддерживает 2G. Некоторые операторы продают и поддерживают сим-карты только с 4G. Если все действия выполнены, но часы не активны на карте, пожалуйста, сообщите об этом в техническую поддержку, и мы с радостью поможем вам в подключении часов. В этом видео мы зарегистрировались в приложении Kids Control, добавили второго родителя и детские смарт-часы. Подключить iPhone старшего сына можно аналогично тому, как я подключила телефон мужа. Ограничений на количество участников в приложении нет, и приложение бесплатное. В премиум-версии вам будет доступно создание большего количества мест, например, бассейн или офис мужа, а также отсутствует реклама.